Всем привет, меня зовут Земфира. Добро пожаловать на канал The Handmade. Это вторая часть видео мастер-класса по вязанию вот такой вот собачки по имени Конфетка. Начнем вязание нижних лапок, туловища и головы. Все это мы будем вязать одной деталью. Начнем с нижних лапок. Берем плюшевую пряжу основного цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 8 столбиков без накида. 1, 2 и 8 столбик без накида. Новый ряд можно отметить маркером. Следующий ряд второй. В этом ряду вяжем 8 прибавок подряд. Провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. И итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 16. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд третий, и этот ряд мы вяжем за задние стеночки петель. Вяжем так 16 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд четвертый. Этот ряд мы вяжем без изменения 16 столбиков без накида. Вяжем, как обычно, за обе стеночки петель. Провязали, следующий ряд пятый. В этом ряду вяжем так: 4 столбика без накида, 1, 2, 3, 4. Далее вяжем 4 убавки подряд. Провязываем по 2 петли вместе, вяжем за обе стеночки двух этих петель. На крючке у нас 3 петли, провязываем их вместе. Первая убавка, далее вторая убавка, третья убавка и четвертая убавка. Далее до конца ряда нам нужно провязать еще 4 столбика без накида. И итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 12. Отмечаем новый ряд, следующий ряд шестой. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 2 столбика без накида, 1, 2, плюс 1 прибавка. Так повторим до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 16. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд седьмой. В этом ряду вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Далее вытягиваем слегка петлю и рабочую нить отрезаем. Я этого делать не буду, так как это у меня вторая ножка. Вот она, первая ножка. Здесь я рабочую нить после того, как провязала 4 столбика без накида в седьмом ряду, отрезала, вытянув предварительно слегка петлю. А по второй ножке в седьмом ряду вяжем не 4 столбика без накида, а 12. Итак, это у меня вторая ножка, 4 я здесь уже провязала, мне еще нужно будет провязать еще 8 столбиков без накида. Провязала. Далее вяжем одну воздушную петлю, берем первую ножку и подхватываем эту петелечку, затягиваем и делаем присоединение. Протягиваем 2 петли друг сквозь друга. И теперь по первой ножке до маркера вяжем 12 столбиков без накида. Маркер первой ножки, он так и будет продолжать отмечать новые ряды, а маркер второй ножки можно будет снять
он больше не понадобится. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд, 8. В этом ряду вяжем так. В начале ряда вяжем 1 столбик без накида. Далее вяжем 2 прибавки подряд. Первая прибавка, в следующую петлю вяжем вторую прибавку. Далее вяжем 3 столбика без накида. Первый столбик без накида вяжем по ножке, и второй столбик без накида будем вязать по цепочке из одной воздушной петли. Итак, сначала заведем крючок вместо соединения этой цепочки, этой одной воздушной петли с ножкой. Протягиваем рабочую нить. Далее, помогая крючком меньшего размера, предварительно смотрите, чтобы тут ничего не скрутилось, заводим крючок в эту воздушную петлю и протягиваем рабочую нить. Надеваем ее на основной крючок. Далее заводим крючок в основание, там, где у нас был подъем этой цепочки. Протягиваем рабочую нить. На крючке у нас 4 петли, провязываем их вместе. Это мы провязали второй столбик без накида из тех 3 столбиков без накида после 2 прибавок подряд. И теперь по ножке вяжем 3 столбик без накида. Для чего мы здесь провязали с протяжками рабочей нити? Это для того, чтобы при наполнении наполнителем в этих местах не образовались лишние отверстия. Итак, далее по ножке мы вяжем 2 прибавки подряд. Первая прибавка, следующую петлю, вторая прибавка. Провязали. Далее вяжем 26 столбиков без накида. 1, 2, 14 столбик без накида провязываем за стеночку петли, которая осталась не задействованной пока в вязании, за стеночку той одной воздушной петли. Четырнадцатый столбик без накида. И далее еще нужно провязать 12 столбиков без накида. Вяжем по ножке до конца ряда, до маркера. И итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 38. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд, 9. В этом ряду вяжем так. Вяжем 24 столбика без накида. 1, 2, 3, 4, 23. Далее вяжем 4 прибавки подряд. Первая прибавка, четвертая прибавка. Далее до конца ряда, до маркера вяжем 11 столбиков без накида. И итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 42. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 2 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 42 столбика без накида. 10 и 11 ряды. Провязали, новый ряд отметили. И 12 ряд тоже провяжем без изменения. 42 столбика без накида. И уже в следующем, в 13 ряду, по ходу вязания вяжем хвостик. Когда я вязала первую игрушку, то хвостик на первой игрушке пришивной, так как я точно не знала, где я его в конечном итоге, в каком ряду размещу. Вот. И провязав сейчас 2 ряда, 10 и 11, я понимаю, что это будет слишком низко для хвостика, если мы вяжем его в 12, вот в этом ряду. Поэтому
Провяжем это 12 ряд без изменения. И в следующем, в 13 ряду уже вяжем хвостик. Провязали, новый ряд отметили. Далее определяем для себя 4 серединные петли на задней стороне игрушки, там, где будет расположен хвостик. У меня эти 4 петли для хвостика начинаются через 6 петель от начала ряда. У вас, возможно, будет отличаться. Возможно, вам нужно будет провязать не 6 столбиков без накида до того места, где будет ввязываться хвостик, а может быть 5, а может наоборот 7. Такое случается при вязании плюшевой пряжи, расхождения бывают, так как натяжение рабочей нити у нас может с вами отличаться. Кто-то вяжет послабее, кто-то вяжет поплотнее. Я, допустим, вяжу очень плотно. Итак, следующий ряд у нас по счету 13. Я вяжу в начале ряда 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее беру хвостик, прикладываю к туловищу и, помогая себе крючком меньшего размера, провяжем хвостик вместе с туловищем. Провяжем так 4 столбика без накида. Первый столбик без накида и 4 столбик без накида. Далее до конца ряда я вяжу еще 32 столбика без накида. Итоговое количество петель в этом ряду не меняется. Оно такое же, 42 петли. Провязали, новый ряд отметили. Далее нам нужно будет сделать равномерные 6 убавок с каждого бока, на каждом боку игрушки. Вот здесь вот в этом районе 6 убавок и в этом районе 6 убавок. И сделаем мы это в следующих двух рядах, в 14 и 15. Итак, для начала вяжем в 14 ряду, вяжем 34 столбика без накида. 1, 2, 3, 34. Далее я вяжу до конца ряда 4 убавки подряд. Провязываю по 2 петли вместе. Провяжу так 4 раза. И итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 38. Отмечаем новый ряд. Следующий ряд 15. И, как я уже говорила, по бокам мы будем делать по 6 убавок нам нужно сделать. 4 убавки я уже сделала на этом боку. И мне нужно будет сделать еще 2 убавочки. И эти 2 убавки будут в начале 15 ряда. Итак, в начале 15 ряда вяжем 2 убавки подряд. Провязали. Далее вяжем 8 столбиков без накида. 1, 2 и 8 столбик без накида. Далее вяжем 6 убавок подряд. Первая убавка, вторая убавка и 6-я убавка. Далее до конца ряда вяжем 14 столбиков без накида. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 30. Провязали, новый ряд отметили. И еще хочу сказать по поводу, опять-таки, натяжения рабочей нити. Возможно, вот эти вот по 6 убавок с каждого боку вам нужно будет размещать немножечко иначе. Может быть, на пару-тройку столбиков без накида вам нужно будет сместить вправо или влево. Здесь вам нужно будет уже смотреть по своему вязанию. Просто сделать так, чтобы эти 6 убавок были равномерно по бокам. И самим уже тогда, если у нас отличается натяжение рабочей нити, и самим уже самостоятельно рассчитать вот эти вот между убавками столбики без накида спереди или и сзади. И продолжаем наше вязание. Следующие 2 ряда вяжем без изменения. В
каждом ряду по 30 столбиков без накида, 16 и 17 ряды. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 18, и в этом ряду нужно будет провязать 6 убавок ровно посередине передней части, на передней части игрушки. Это мы таким образом выделим животик, сформируем. Итак, для этого, для начала я провяжу 16 столбиков без накида. У вас, возможно, надо будет провязать 15 или 14, или наоборот, в большую сторону. Смотрите уже по своему вязанию. 4, 5, 16. И теперь вяжем 6 убавок подряд. Первая убавка, вторая убавка, 6. И до конца ряда вяжем еще 2 столбика без накида. Итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 24. Следующие 2 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 24 столбика без накида. 19 и 20 ряды. Провязали, новый ряд отметили, вытянем слегка петлю и на этом этапе наполним игрушку наполнителем. Наполняем достаточно плотно, но в то же время соблюдаем меру, чтобы игрушка не получилась каменной и тяжелой. Продолжаем наше вязание. Следующий ряд 20. И этот ряд можно провязать без изменения. Полностью так же, как и предыдущие 2 ряда. 24 столбика без накида. Но у меня получается так, что 24 столбик без накида, 24 петля 20 ряда, я ее провяжу вместе с первой петлей ручки. Я сначала вяжу 23 столбика без накида. 2, 3, 23. Беру одну ручку, прикладываю к туловищу и 24 столбик без накида провяжу вместе с петлей ручки, помогая при этом себе крючком меньшего размера. Провязали, теперь можно отметить новый ряд. И следующий ряд 21. В начале этого ряда 3 столбика без накида, вяжем туловище и ручку вместе. Провязали. Так, одна ручка у нас вязана. Далее вяжем по туловищу 9 столбиков без накида. 1, 2 и 9. Далее берем вторую ручку, прикладываем к туловищу и провязываем вместе с туловищем 4 столбика без накида. Провязали. Вторая ручка, вторая верхняя лапка у нас тоже ввязана в туловище. Далее до конца ряда вяжем 8 столбиков без накида. Итоговое количество петель в этом ряду у нас не менялось. Такое же 24. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 22. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 2 столбика без накида, 1, 2. Далее вяжем одну убавку. И так повторяем до конца ряда. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 18. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 23. В этом ряду вяжем 18 прибавок подряд. Итоговое количество петель в этом ряду у нас должно получиться 36. И продолжим наше вязание уже в следующей части. Поэтому, кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться,
нажать на колокольчик, чтобы не пропустить третью часть видео мастер-класса «Собачка-конфетка». Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Всем пока-пока!